Здравствуйте! Вы на неравнодушном канале. Сегодня я расскажу вам историю о настоящем человеке, дрессировщике цирка из города Ростов-на-Дону Виталий Смоленец. Он лишился обеих ног, спасая людей, которые попали в страшную аварию на трассе Тверь-Москва. Уже спустя 8 месяцев на протезах он вышел на арену цирка к своим любимым зрителям. Как он научился заново ходить и при этом остался в профессии, смотрите прямо сейчас. Что же тогда произошло в этот злополучный день? Просто неслась фура, и я знал, что единственный вариант – это за отбойники. На ту сторону дороги мы не успевали. Я перекинул его за отбойники и хотел уже сам перепрыгивать, но не успел. Вот и все. Виталий, расскажите, пожалуйста, вот как сложилась судьба тех людей, которым вы помогли, так скажем, которых вы спасли? Но она у них и не поменялась. Все на своем месте, все хорошо. Я работал не так давно в городе Кирове. Они прям приехали все вместе, всеми семьями, с детьми. В общем, мы устроили банкет, и все. Посидели. И... А кто эти люди? Кто они по профессии? Ну, Илья, он биолог. А Сергей, ну, он водитель. А что там тогда случилось? То есть там у них произошла какая-то авария? Почему у них была? Почему Ну, они... их просто гололед был, у них был тяжелый прицеп, они ехали не так и быстро. Сергей дремал, Илья был за рулем. И их просто занесло, банальный занос. И машина стала неуправляемой, они врезались в отбойник, их раскрутило. При ударе, я так понимаю, что Сергей вылетел через дверь, через стекло, я не знаю. Вот. И когда я подъехал, он просто лежал на асфальте. Илья был в машине. Вот. Потом он вышел, все, Сергея убрали. Ну, как начал убирать, и в этот момент все произошло. Я подошел, когда Илья вышел уже с машины, я ему сказал, говорю, я уберу... Ну, он, в принципе, я же говорю, у него ребра поломаны, его придавило так-то. Он сам по себе такой крупный мужчина, он медлительный. Ну вот, я говорю, вызывай скорую, я сам побежал, ну, я говорю, звони 112. Ну и, я говорю, звони, вызывай. Он говорит, куда звонить? Я говорю, 112. Ну и побежал за Серегой, и все. Лежал он, я не знаю, живой он, мертвый. Я его просто убирал с дороги, увидел, фура несется. Я его за отбойники. Ну, блин. Ну и все, я не успел просто уйти из-под колес машины. Я, во-первых, на трассе позвонил, я уже знал, что я не выживу, потому что я видел, что творится со мной. И я человек, который с холодной головой и с нормальными мыслями. Я в карман, у меня телефон был. Я позвонил, попрощался с женой, с братом, сказал, что мы больше не увидимся. Так и так произошло несчастье. Я говорю, в такой ситуации я просто вижу, что происходит со мной. Ну, там начали орать, где ты, Инна кричит, где ты, я выезжаю. Вот. Я сказал, говорю, где-то между Москвой и Тверью. Инна, это правда, что вот когда все это произошло, он вам тогда сказал, что все, оставляй меня, я никому не нужен, и... Да. Во-первых, он изначально с трассы мне позвонил, он со мной попрощался, он сомневался, что он вообще выживет, все ждал, когда он сознание потеряет, потому что вы представляете, какая там была кровопотеря. Ну, я думаю, что спасло то, что была зима, потому что все-таки в жаре бы... Вот. И хирурги сказали, что он пошел по самому краю, потому что все сомневались, что он выживет. Вот. И, естественно, когда он увидел, какая-то ампутация, у него паника, истерика. Найди себе другого, найди себе нормального, я не буду объедать своих детей и все такое. Дальше приехала скорая. Начали забирать там одного, второго. Люди кричат, что почему вы его не забираете. Они говорят, мы должны спасать тех, кого можно спасти. Но я понимаю это все. ГАИ начали там вертолет вызывать. Что-то у них тоже не срослось там. Они перетянули ноги ремнями. Я тогда вообще туда самое больно было. Думаю, нафига вы издеваетесь уже, дайте спокойно уйти. Вот, а потом приехала скорая, начали грузить. Я говорю, мне больно, говорю, сделайте хоть что-нибудь. Что вы, говорю, дайте,
Вот, ну и, короче, потом как-то они что-то там кололи. Ехали, потом меня в операционную. Говорят, надо срезать одежду, нельзя в реанимацию. Доктор говорит, я не успею, тут счет идет на секунды, и прям в одежде уже наркоз делают, и одежду срезают в этот момент. Ну и дальше я ничего не помню. Дальше я проснулся, у меня нет обеих ног. Я спросил, говорю, сделайте эвтаназию. Ну и там уже Инна была, все, ну и, короче, как бы так все поехало. Запашный там начал ругаться. Угу. Они тоже подключились, да? Угу. Ну а дальше меня бузовали столько там, я не знаю, там, наверное, наркотические вещества или бог его знает, но это медицина, я не понимаю, успокоительные какие-то. Что я даже вот не помню, с кем я по телефону разговаривал, о чем, как-то я спокойней стал уже, как-то уже такое безразличие полное. Ну и потом Эдгард, естественно, начал там поднимать бучу, его здесь лечить нельзя. Перевел в Москву, там и начал отходить уже постепенно. Я 5 недель лежал в реанимации, потом перелег в палату. Я говорю, что так долго-то мучили в реанимации? Говорит, потому что ты все эти 5 недель был между небом и землей. Это, ну, мне этот самый, зав. Отделения сказал. Ну, значит, не судьба была умереть. Значит, будем жить дальше. Что? Виталий, а что переживает человек, лишившийся ног? Ну, морально это было очень тяжело, как вот мне дальше двигаться, дальше что, вот это ж, ну, то, что они мне говорят, это понятно, осуществится оно или нет. Мысли путались разные, в общем-то, но я старался думать о том, что должно все сложиться, и я должен вернуться, и пусть у меня будет немного меньше животных, но я должен справиться, я должен вернуться в цирк, в арену. Если мне такую возможность дают, меня никто не уволил, никто не... Ну, дали шанс мне, и я буду хвататься за этот шанс. Вот ты, Валя, разошлась сегодня, а? Муся! Так, девочка, молодые. Давай, сейчас поменяем. И как бы я еще раз говорю, у меня настолько вот все цирковое сообщество, вот существует это цирковое братство. И настолько они мне вдолбили в голову, они ж ни один не отвернулся. У меня ж палата пустая не была, жена вообще жила со мной в больнице. И это самое, просто ни один не отвернулся, и все говорили только одно и то же. Все ждут, всем ты должен доказать. Вот все в тебя верят, докажи тем, кто не верит. Ну и вот так получилось, что... Я говорю, окружение очень большую роль играет. Получается, что вся нагрузка в тот момент все-таки легла на вас, потому что вы мало того, что должны были, ну, даже не то чтобы утешать, а вот дух своего мужа поддерживать, чтобы он чувствовал, что он сильный, что он мужчина, что он смелый, что он пойдет с одной стороны. Я была с ним всегда. Он 3 месяца пролежал в больнице, и я была с ним. Мы спали на одной кровати. Я уезжала в пятницу вечером в цирк, работала. В воскресенье вечером садилась на поезд, и утром я уже в Москве. 5 дней я была с ним. И это было постоянно. То есть там был момент, когда на переезд я уезжала животных погрузить, выгрузить, переехать. Вот. А так я была всегда с ним. И... Виталий, скажите, вот был момент, когда, мне кажется, что вот когда вы лежали в больнице, у вас происходило такое переосмысление всей своей жизни. Вот что вы тогда поняли, лежа на больничной койке? Что вы тогда осознали? Что вы тогда себе говорили? Да мне никто ничего не давал говорить. Мне внушали только одно. Вот мне вбили в голову только одно, что мне надо выздороветь и стать на протезы и вернуться в манеж. Вот любой бы человек на моем месте, у него просто выбили эти мысли из головы. Там Эдгард Запашный просто, когда я начал там... А если не получится, а если еще что-то? Ты будешь девочкой, ты будешь скулить, ты мне будешь что-то высказывать. Давай так, либо ты борешься, либо ты меня больше не увидишь. Я бьюсь за тебя, и ты борись. Я говорю, да я борюсь, говорю, я просто думаю. Он говорит, даже не думай. Мне запретили даже думать об этом. Вот и все. Он там быстро меня сломал в этом плане. Говорит, чтобы этих мыслей в голове у тебя не было. Они материальны. И вот то, что ты о чем ты будешь думать, то и произойдет. Будешь думать, что ты выйдешь, вернешься и будешь работать, значит, вернешься и будешь работать. Если нет, говорит, то что я тут делаю вообще с тобой? Ты, говорит, девочка или мужик? И все. Как бы там быстро все решается. Сима!
нянькаться особо тоже не надо. Там начинают ныть, надо ломать эти все нытье это. Надо это нытье все ломать. Даже этим людям, которые там пострадавшие. Ну, поплакал неделю, поплакал 2, хватит, все, теперь давай будем думать, как мы будем вылазить с этой ямы, а не хныкать. Вот как Ну, вы как вы из этой ямы вылазили? Понятно, друзья поддержали, но все равно это же вы сами, то есть вам нужно было научиться там, стоять на протезах. Ну, а дальше все зависит от человека. Один говорит, вот мне тяжело, я брусья, на которых учат ходить, они всего лишь там 3 или 4 метра. И вот я прошел туда и назад, с меня под градом. Это очень мучительно, тяжело и сильно. Потом оно идут натирания. И один человек говорит, все, я остаюсь в коляске. Я поехал пить, я бороться. У меня даже натирания были боли адские, я все равно ходил, падал, вставал, ударялся, нос разбивал, царапины, ссадины, вставал и ходил. И потом я уже, когда мне сказали, возьми протезы на дом, приедешь там в понедельник, а мне было суббота-воскресенье только, в понедельник будешь у нас, и понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, будем дальше тобой заниматься. И отдали протезы на дом, на субботу и на воскресенье. Мы целый день ходили, мои ассистенты шли, я на костылях шел. Ассистент один впереди, другой сзади, там по бокам, чтобы с любой стороны меня можно было поймать. И мы ходили целыми днями, капал пот, мы короче, садились, вытирали пот, протирали культи, сливали этот пот, вытирали, одевали заново и опять ходили. Я приехал, у меня натирания были ужасающие. И когда протезист пришел, говорит, ну что, как получается? Я говорю, давай покажу. Он давай. И он увидел, как я пошел, он говорит, так, забирай, говорит, с собой это все, ты мне здесь больше не нужен. И говорит, ходи. Ты пришел на базе. Как настроение у тебя? А? Палочку будешь забирать? Палочку, да? Ай, палочку забрать надо. Ты паразит такой, а? Паразит ты у меня. Май. Хороший. И, в общем-то, я там с ним на связи, по видеосвязи разговаривали. И он там подсказки давал. Если там какие-то там давления, что-то получалось, он говорит, ну это только первые гильзы, приедь. Он поправлял. В общем-то, потом уже, когда до идеала выправил, да и уже прошло 1,5 месяца, через 1,5 месяца я костыли выкинул и начал с палочкой ходить. Но работал на костылях еще. Подождите, Виталий, вы через сколько встали на протезы? У меня они приехали в августе, 1 августа. А 15 сентября я уже в клетку зашел. На костылях. Так только надо знать о том, что я еще раз говорю, я не сидел, я не жалел себя, я просто учился ходить. Мне это надо было, мне самому это надо было. Я просто как, уперся и все. Больно, не больно, устал, не устал, а ходить надо. И вот я начал репетировать это с костылями. А потом я уже эти костыли убрал и начал ходить с тросточкой. С тросточкой я начал ходить уже к концу осени. А когда пришло принятие, Ин? Вот вы помните, когда вот вы уже почувствовали, что все, он окреп, и он уже точно выйдет на сцену, и он будет работать? Выйти на сцену было это было еще не все. То есть он как спортсмен, приехали протезы, он тренировался, мы приходили каждое утро в цирк, и он ходил по цирку, по фойе, круги наматывал, он учился ходить. Когда научился ходить по прямой, он выходил на улицу, ступеньки, спуски, подъемы, бордюры, учился там, то есть ассистенты помогали, ловили, чтобы он не упал. Вот. Но он очень переживал, как зритель примет, потому что скажут, зачем вы инвалида выпустили в манеж, и он этого очень боялся. Он, когда первое представление работал, у меня слезы наворачиваются. Он боялся в зал посмотреть. А когда закончился аттракцион, и весь зал стоял, он понял, что надо работать дальше. Простите меня. Виталий Смоленец!
мы на самом деле сегодня, знаете, как мы говорим даже не то чтобы об этой аварии, мы говорим о силе духа и о том, как человек может пережить. Вы же говорите, что никогда не надо сдаваться, потому что сейчас слишком много таких травмирующих событий происходит в стране, и вы знаете, Да. и люди просто унывают, люди не знают, что делать, у людей опускаются руки, и они просто впадают в жесточайшую депрессию и не знают, что, как дальше им жить. И мне бы очень хотелось на вашем примере показать, что можно выстоять, что можно выжить, и можно идти вперед, работать, развиваться, еще к чему-то стремиться. Во-первых, я обращаюсь в первую очередь к окружению этих людей. А во-вторых, уже к ним самим. Не надо жалеть себя, не надо плакать. 2 недели поскулить можно, но это максимум. Потом надо начинать думать о том, как жить дальше, как выбираться из этой ямы. И не пить водку, а бороться, решать эту проблему. А потом, когда станет человек на протезы, запротезируется, вернется, неважно, найдет себе свое занятие, и он поймет, что не все так страшно. Поэтому просто надо оставаться сильным духом, сильным стержнем. И тут немаловажно надо, чтобы сыграла роль окружения. Мне это очень сильно помогло. Прям очень сильно. И выкарабкиваться, надо делать все и продолжать жить. Все равно тот, кто хочет своего добиться, он добьется хоть как. В любом случае. Вот все, что я хочу сказать. Бороться и не сдаваться. И стержень надо иметь железный. Ин, я всегда поражаюсь силе женщины. Да? Вот все-таки сколько может женщина дать мужчине, сколько она может... Вот мне кажется, что ваша вера, ваши молитвы, и, конечно, детей, близких, вот довели дело до победного конца, да, вот все-таки я считаю, что сейчас это победа, и то, что мы видим сейчас, это, конечно, это победа человека над слабостью, я бы так сказала, да. Я к нему всегда относилась и отношусь как к мужчине. То есть не было такого, что он там на коляске, и я его жалею, да, или что-то такое. То есть чувство жалости не должно быть, он же мужчина, понимаете? И я, конечно, всегда с юмором, всегда отшучиваюсь, что я ж не хотела сама работать, вот поэтому он работает. И мы как бы всегда в семье шутим, да, зато ноги не воняют. Такого плана. Но как-то с шутками жить легче. Виталий, Инна, но вы не только невероятные духом люди, но у вас еще и невероятная история встречи и любви. Мы работали в одной программе. Инна еще работала с каучук, это такой гимнастический номер. И родители там, в общем, я тогда еще был молодой, мне там девочки в разных городах. И начал до Инны подходить там поближе, ближе, там, завязывать какие-то отношения. Она там до свидания сначала, у нее тоже мысли такие, что это просто обыкновенные такие временные подкаты. А потом мы начали встречаться. Родители были против. Мы встречались тайком. А потом у меня гастрольный тур в этом коллективе заканчивался. Естественно, родители там говорят, все, слава богу, и следить уже ни за кем не надо, ничего. И, в общем-то, мы купили билетик. Я погрузился, поехал, и Инну на такси отправили ночью на ЖД вокзал. А там я ее уже... она туда раньше приехала, она меня встречала в следующей программе. И все, и больше мы не расставались никогда. Уже сколько? Более 22 лет. Смысл в том, что мы никому не говорили. Изначально планировали поехать вместе, но там такой кипиш начался, столько споров и ругани, что мы все это, ладно, И мы затихли, да, все. Но у нас уже был уговор. Просто молча, никому не говоря, собрала вещи, уехала за ним, и все. Инна, вы гимнастка или вы дрессировщик? Раньше была, да. Я 13 лет отработала гимнасткой, работала в жанре каучук. А потом уже... Кем может быть жена дрессировщика, да? Только дрессировщиком. Поэтому постепенно входила в эту профессию, с разными животными работала, набиралась опыта.
А вы тоже работаете со львами и с тиграми? Ну, сейчас я Виталию помогаю, но у меня свой номер, у меня обезьяны и пони. Ага. А вы вместе выходите на сцену? Нет, Виталий один работает, я ему ассистирую. И в свой номер я тоже сама работаю. Нет, нет, это самое. Животные ее не трогают. Она запросто к ним заходят, но вот на репетиции там, она полностью прям в клетке ассистирует на репетиции. Но когда работа идет, я один в клетке. Она говорит, я не хочу портить картинку. Вот как. Вот это да. Почему так? Ну, потому что что за глупость? Ну, как бы мне там, мне кажется, не место. Инна, вы можете назвать такие качества, за которые вы цените своего мужа? Настоящий мужской характер. Когда сказал, сделал, ничего не боится. Вот понимаете, это очень дорого стоит, тем более в наше время, когда уже стали женщины сильные, а мужчины слабые, да? Но это не про него. Поэтому я честно могу сказать, что я как за каменной стеной, я вышла замуж, я за мужем, это прям, это про нас. Очень повезло. Виталий, ну и вы теперь скажите, вот за какие качества вы уважаете свою и любите свою жену? Да за все, у нее нет плохих качеств. Она преданная жена, она очень хорошая хозяйка, она очень отличная мама. Она меня очень сильно любит, и это чувствую всем сердцем. Я даже, когда настроение плохое, она подойдет, обнимет, и как-то уже и жить веселее стало, и легче стало, и проблема куда-то развеялась. Как бы, я говорю, у нее вот все качества, которые есть в женщине, и они в ней. Поэтому у нее нет ни одного плохого. Как вы стали дрессировщиком? Это, честно сказать, все, кто хоть чуть-чуть интересуется моим творчеством. Я когда-то работал водителем, и мой друг, который работал в цирке, тогда были 90-е годы тогда, и, естественно, задержка зарплат, все это помнят, очень такая разруха была. Я пришел из армии, работал водителем на КамАЗе, возил водку, мясо, пиво. И друг мой работал в цирке. На сегодняшний день он является генеральным директором Росгосцирка, Сергей Беляков. И вот он меня встретились, когда я приехал с рейса, он с гастролей приехал, и он говорит, что если так плохо, говорит, давай я тебе поговорю, устрою тебя в цирк водителем. Там, говорит, зарплаты не задерживают. И вот моя первая профессия в цирке была водителем. Шли годы, потом этот же Сергей, он раньше был администратором, потом он стал директором коллектива и возил свой коллектив. И он, естественно, забрал меня к себе. А потом он позже взял себе животных. И вот мы начали работать, переезд один раз в месяц, один раз в 1,5 месяца. Мне нечем заняться, машины были новые. И, в общем-то, я взял вторую работу на себя, это рабочий по уходу за этими животными. И вот именно это уже и втянулся. А там дальше началось то, что я уже начал заходить к нему в манеж. Начал ему в чем-то там помогать. Животные привыкли ко мне, я привык к ним. И вот я уже мог проводить репетиции. И однажды он мне позвонил, тогда сотовых телефонов не было, он позвонил ко мне на вахту цирка, меня позвали к телефону, я даже не мог понять, кто меня там мог звонить. И он говорит, я не успеваю, сегодня одень костюм, выйди вместо меня. Ты, говорит, они тебя знают, ты их знаешь, ты всю работу знаешь. Вот тогда состоялся мой первый дебют. А потом постепенно он же меня и сказал, говорит, тебе надо свой собственный аттракцион. И вот так вот все пошло-поехало, и стал дрессировщиком. Могут ли животные стать неуправляемыми? В любой момент. Я не знаю, конечно, это, наверное, вырежут, скорее всего, но вы сегодня сами видели ситуацию.
То есть тут вроде все идет, а потом что-то львице не понравилось, она ни за что тронула тигра. И сейчас это хорошо, что вовремя закричал, вовремя разогнал. Ну, как-то отреагировали на меня. Могла получиться такая заваруха, что они вот эта куча вся сцепилась бы в драке. А бывает такое, что вот в какой-то момент вам бывает страшно, вот прям невыносимо страшно? Мы разговаривали сегодня на эту тему. Я не знаю ответ на этот вопрос, потому что мне или всегда страшно, или никогда не страшно, потому что бы ни произошло, я остаюсь всегда с холодной головой, и у меня сразу приходит решение проблемы мгновенно, и а внутри у меня ничего не происходит. Я просто начинаю решать проблему сразу эту. И поэтому я либо всегда боюсь, либо я не боюсь. Я не знаю, не меняется ничего. Виталий, питомцы у вас очень серьезные. Наверняка они чувствуют слабость. Ну, львы, они же такие животные, то есть они же чувствуют, что человек уже другой. Как это было вот после того, как вы встали на Ничего ноги? не чувствуют. Они могут относиться к маленькому худенькому лучше, чем к огромному. Там они чувствуют характер, нахрап. Они чувствуют, что во мне творится. Она на меня идет, я на нее иду. Она на меня рычит, я на нее иду. И она этот характер передавливания, они я могу вообще сесть и сидеть, буду говорить, и все равно они будут делать. Иначе я встану и подойду ближе. Вот дело в том, что там все в характере зависит. Там не зависит, там есть ноги, нету ног. Конечно, уязвим. Конечно, да. Но я же тоже контролирую. Я вижу взгляд животного. Я поговорю с ним, успокою его. Обойду, потом вернусь к трюку. Если я буду от них там шаг назад или убегать, они, естественно, меня подавят. И неважно, есть у меня ноги или нет. А сколько у вас подопечных? Да. Сколько у вас подопечных? Назовем их так, подопечных ваших. Ну, их 15, но вот мы сейчас запускаем пока 11-ю в работу и 4 маленьких еще. Ты меня пугаешь. Май, ты пришел, побольше. Как настроение у тебя? А? Палочку будешь забирать? Палочку, да? Ай, палочку забрать надо. Паразит такой, а? Паразит ты у меня. Ай. Характер у всех разный. Что я могу выделить? Вот одна львица, ее зовут Маня. Вот она, когда выходит в манеж, ей обязательно надо подойти ко мне. Вот уже все пошли садиться по своим местам. Нет, она не пойдет. Ей надо подойти ко мне, чтобы я ее погладил. Это своеобразный такой характер у нее. Все, и вот тогда она идет, у нее хорошее настроение, она с удовольствием выполняет те или иные трюки. Есть там, допустим, тигр Чарлик у меня, это бесконтактный зверь, к нему я не подойду близко, агрессивный. И мы работаем с ним на расстоянии. Он держит расстояние от меня, я держу от него расстояние. И дело в том, что он приехал к нам, уже будучи взрослым, мы пытались его приручить, но этого не получилось. Поэтому начали работать с ним бесконтактно, на расстоянии. Ну и вот так продолжаем. Но львицы – это индивидуальные уже другие животные, это уже не тигры, это львицы умеют любить. Тигр – это одиночка, хоть тигр, хоть тигрица, они живут, у них другой характер, другой склад, другое все. Они тоже привыкают к человеку, но не так, как львы. Вот. Про всех я рассказать не могу, потому что у меня их 15. И все они разные. Выделить особо кого-то я тоже не могу. Все они трудяги, все они работяги, все они любят, и все они все умеют. И поэтому я горжусь этими своими животными. Спасибо этим животным за то, что они любят меня и понимают, что мы друзья с ними. Вы помните, когда вы первый раз с ним зашли в клетку? Первый раз я зашла, Виталий мне сказал: заходишь, заходи в рабочей группе. И вот сидели эти 10 голов хищников, и я зашла. И он потом посмотрел, что я действительно зашла, говорит: там, Володя, охраняй ее. И он там пару недель возле меня ходил, посмотреть, как животные, да, потому что все равно надо их всех видеть всегда. Сейчас у меня глаза даже на спине есть, тогда еще многого не понимала. Но зайти в клетку не проблема, надо оттуда выйти.
Да, это хорошо. Виталий где-то в одном интервью говорил, что у вас ваше животное – это ваша семья. Ну, то есть это вот все единое целое. Это так, Ин? Конечно. Ну вот в прошлом году мы собирались в отпуск. И у нас тигрица принесла нам подарок, родила, и кормить не стала. И Так. все. И мы весь отпуск остались в цирке. И выкармливали этих тигрят. Вот сейчас Евгений смотрел, как в репетиции. Вот эти тигрята, которым сейчас погода уже. И вот мы репетируем, готовим. Так они со мной в постели, я с соской, я их выкармливала. Я их ходить учила, на кровать запрыгивать. Ну как? Ну это дети мои, конечно, моя семья. Удивительно. А вашим детям сколько уже, Инна? Они вместе с вами работают? Тоже на арене цирка? Старшему 21 год, он заканчивает ветеринарный колледж, идет в армию сейчас весной, а потом пойдет в универ по ветеринарии, потому что все-таки наша профессия дала свои отпечатки на его выбор, вот, но в дальнейшем планирует продолжить дело отца. Вот. А младший, он с нами, ему 14 лет, он в нашей программе работает в параде велосипедов, он артист-акробат. Вот. Но так как есть школа и его репетиции на велосипедах, не хватает времени, нам мало 24 часа. И когда лето, тогда он приходит к нам на репетиции. Вот. И когда молодняк, он заходит в клетку, мы с ним репетируем, у него уже как бы чисто инстинктивно он понимает, что делать. Может, головой еще не понимает, но вот рефлексы нужные есть. У вас есть какая-то сейчас цель или мечта какая-то, вот, которую вы хотите осуществить в ближайшее Мои все мечты сбылись еще до того, как я потерял ноги. Все мечты сбылись. Потом она появилась новая мечта, чтобы я научился ходить. Я научился. Цель у меня одна – держать марку и быть лучшим. Но, хотя я не так сказал, цель у меня одна – держать марку и быть одним среди лучших. Вот, хотел так сказать. И я это буду держать. И буду заниматься, я люблю свою работу и буду это делать. И мы с моими животными будем очень сильно нравиться нашим зрителям. Как вы считаете, что вам помогло вместе с Виталием выстоять и победить? Я считаю, что вы победили. Любовь. Любовь. Надо друг друга любить, поддерживать, как бы что ни было в этой жизни. Жизнь такая штука, знаете, непредсказуемая, поэтому вместе мы сила. Эта история еще раз показала, что в жизни нет ничего невозможного и никогда нельзя сдаваться. Друзья, если вам понравилась эта история, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И всегда оставайтесь такими же неравнодушными. До встречи через неделю.